Не так давно я вернулся со своей рабочей поездки с одного неизвестного миру архипелага. Только это был не отпуск, а командировка. Недавно была очень долгая война между двумя альянсами. Первая привычна для нас союзники, а другая – Стражи Тьмы. В этой войне победили союзники. Коренной перелом случился из-за вступления некоторых стран, чтобы положить конец террору Стражей Тьмы и войны в целом. Помимо решения о том, кому будет принадлежать эти острова, нужно решить, что делать с лицами проигравшей стороны – Стражи Тьмы. Мне посчастливилось стать стороной обвинения над человеком с именем Доктор Ти, который, насколько я понял по его секретным документам, искал применение каких-то артефактов в своей военной промышленности. Звучит как научная фантастика, но я был в том архипелаге и лично видел его творения. Они настолько ужасающие, как и неосуществившиеся немецкие вундерваффен, что я не могу описать словами. Имя лидера Стражей Тьмы до сих пор неизвестно, а Доктор Ти был лишь военным конструктором и безумным ученым, который наводил ужас в этом архипелаге с помощью чудо-оружий. Он определенно не тянет на лидера, но он сотрудничал с армией Стражей Тьмы, которые совершали военные преступления. Грабили деревни, эксплуатировали местных жителей, а также разоряли могилы предков местных жителей, в которых были те самые артефакты для Доктора Ти. Все необходимые доказательства я собрал, и сейчас я направляюсь в суд, где я должен выдвинуть обвинение против Доктора Ти. Причастность Доктора Ти в злодеяниях Стражей Тьмы для меня очевидна, и докажу это в суде. Что же может пойти не так? Итак, все необходимые документы, фотографии, видео на месте. Ну все, мне пора. Судя по всему, она является стороной защиты Доктора Ти. Надо бы с ней познакомиться и выяснить ее мнение о Докторе Ти. Добрый день. Добрый. Я надеюсь, вы уже разговаривали с Доктором Ти? Да, разговаривала. Не очень приятный человек. Особенно учитывая, что он военный преступник. Должна сказать, что он прожил довольно интересную жизнь, но с такой биографией ему прямая дорога в тюрьму. Вы не собираетесь его как-либо защищать? И да, и нет. Я не намерена защищать военного преступника. Но если обвинения окажутся беспочвенными, то я обязательно выражу свой протест. Что ж, было приятно познакомиться. К слову, я забыл представиться. Я Даниил Содоу. Я Екатерина Юева. Прошу простить, но его честь уже ждет вас в зале суда. Ну что ж, пора идти. Доктор Ти уверен, что его признают невиновным? Понятия не имею, откуда у него такая уверенность, но что бы то ни было, он поплатится за сотрудничество со Стражей Тьмы. Суд приступает к рассмотрению дела доктора Ти. Сторона обвинения готова, Ваша честь. Да. Сторона защиты готова, Ваша честь. Нашли время пользоваться косметикой. Странно. Доктор Ти выглядит так, будто его свобода не висит на волоске. Прокурор Содоу, начинайте. Расскажите, в чем заключается ваше обвинение. Благодарю, Ваша честь. Подсудимый, доктор Ти, обвиняется в сотрудничестве с военной организацией Стражи Тьмы, которая в свою очередь совершала военные преступления. Интересно, чем, собственно, занимался подсудимый? Он строил для Стражей Тьмы чудо-оружие, оснащенное кристаллами с мистическими свойствами, которые в первые годы войны наводил ужас на одного нашего неизвестного союзника. У меня есть чертежи подсудимого, в которых источником энергии являются эти кристаллы. Невероятно. Например, в этих документах подробно описана работа Мегакраба. Воистину страшная машина. Согласен, Ваша честь. Чтобы привести эту машину в действие, нужен колоссальный запас топлива, а эти кристаллы содержат в себе колоссальное количество энергии для того, чтобы привести эту машину в действие. Вот чем занимался подсудимый. Он строил чудо-оружие для военных амбиций Стражей Тьмы. Это, безусловно, ужасно, но зачем подсудимому это делать? Мотив тут очевиден. Жажда войти в историю как великий военный изобретатель Стражей Тьмы. Подсудимый стал на сторону тирании, потому что в начале войны исход был очевиден. Сторона защиты, вам есть что сказать? Я бы возразила по поводу кристаллов,
но наличие мистических свойств кристаллов уже давно известно в общественности. Про мегакраб мне тоже нечего сказать. Ваша честь, мне также важно продемонстрировать видеозапись про мою рабочую поездку на базу Стражи Тьмы. В этом видео военный эксперт объяснит нам про кристаллы и демонстрации некоторых изобретений доктора Ти. Хорошо, я разрешаю продемонстрировать вам ваше видео. Да, подобные научные достижения действительно взрывают воображение. И это принадлежит человеку, который решил использовать эти достижения, чтобы поработить жителей архипелага. Именно так, Ваша честь. Мое личное присутствие на их секретной базе только подтверждает правдивость моих обвинений. Мегакраб существует, а кристаллы действительно имеют большое количество энергии. А эти чертежи и документы свидетельствуют о его соучастии со Стражами Тьмы. Вина подсудимого не подлежит сомнению. Сторона защиты, у вас есть возражения? Что ж, должна признать, что эти доказательства действительно доказывают соучастие моего подзащитного со Стражей Тьмы. У меня не осталось сомнений. Что ж, прошу подсудимого занять место у трибуны. Все, осталось только выслушать вердикт. Где подсудимый? Простите, Ваша честь, он имеет крайне низкий рост. Пристав, принесите сюда коробки от тульских пряников. Доктор Ти снова здесь, Ваша честь. Подсудимый, вы можете отвечать только тогда, когда вас об этом попросят. Итак, теперь к вопросу. Вы сознаетесь в преступлениях, которые упомянула сторона обвинения? Да, Ваша честь. Я осознаюсь содеянным, но есть один важный нюанс. После оглашения вердикта вы отпустите меня на свободу. Ваш нюанс отклонен. Зря вы так, Ваша честь. Вы только что уничтожили мою первую стратегию, которая привела бы меня к свободе. Протестую. Нам абсолютно все равно, какие вы там стратегии придумали. Вы в любом случае виновны. Что ж, у меня есть по крайней мере 5 причин, чтобы вы отпустили меня на свободу. Номер 1. Посмотри на себя. Номер 2. Неважно, какой вердикт мне дадут, я в любом случае выйду на свободу. Номер 3. Этот зал суда прямо сейчас заминирован, и у меня есть детонатор! Номер 4. У вас есть несколько минут, чтобы вы все покинули здание, прежде чем вы будете похоронены здесь заживо. И самая главная причина. Номер 5. Надо только посмотри вокруг! Ну нет, я сваливаю. Спасайтесь, кто может! Чего стоишь? Беги! Спасай свою жизнь! Я бы убежал, но у нас есть немного времени, чтобы вы вместе со мной вышли из здания, а там я уже сдам вас в руки полиции. О, поздравляю! Ты уничтожил мою вторую стратегию. А теперь пройдемте со мной. Да, конечно. Ведь ты забыл про мою третью стратегию. Меня это не волнует. Писы глаза! Теперь ты меня никогда не поймаешь! Откуда у него вообще песок? Мне надо срочно за ним в погоню. Я не позволю ему уйти. О, вот это да. Здесь все в руинах. Доктор Ти успел сбежать. Ладно, хорошо, что я живой, и мне надо отсюда уйти. Тут кто-то есть? У меня галлюцинация? Или... Подождите, я вспомнил. Кажется, это было в чертежах доктора Ти. И называется это чудо Скибиди Унитаз. Без комментариев. Получается, что эта тварь настроена недружелюбно. Мне надо срочно уйти отсюда, пока эта тварь... Или не... Я могу...
Я смогу тебя одолеть, кусок керамики. Интересно, и для чего доктор Ти создал тебе башку? Неважно, ведь у тебя его скоро не будет. Мне лучше прекратить, а то это выглядит нелепо. Perfect! Nice. Stop! 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 Break! There! Like you cut, G. Order in the court! Objection overruled! О,
Это было непросто, но я их победил. Как такое вообще возможно? Это должно быть сном. Прокурор Содоу, вы только что одолели чудо-оружие доктора Ти. Ваша честь, как вы вообще здесь оказались? Ну, я все это время прятался под судейским столом. Этот стол очень крепкий, поэтому, я и решил тут спрятаться. А этот огромный судейский молоток, который был финальным ударом, был вашим? Ну, да, я не совсем уверен, как у меня это получилось. Но, вероятно, если бы не я, то вам бы пришлось еще немного сражаться. Спасибо, Ваша честь. Кстати, а вы не знаете, что сейчас происходит? Где доктор Ти? Я сам не знаю, что происходит, но доктор Ти точно сбежал. В основном благодаря своему новому чудо-оружию. Что ж, тогда я думаю, на сегодня суд окончен. Согласен, прокурор. Вы можете идти. А я, пожалуй, тоже пойду. Берегите себя, сейчас там на улице хаос. Да, не такой я суд себе представлял. Я и его честь чудом остались живыми. Я уже был готов забыть все, что произошло, но сейчас в городе царит хаос. Думаю, человеческая армия сможет уничтожить туалетную армию доктора Ти. А повторный арест доктора Ти – это лишь вопрос времени. Ты победил моих скибиди туалетов. Теперь я один. Один с черепахой.